Город-миллионник. Город, назначенный столицей белого движения. Город трудовой славы. Все это можно сказать про город, расположенный в Западной Сибири. Про город Омск. Город Омск был основан в 1716 году, но первые упоминания об этой области начались еще в 1500-х годах. История этого города очень богата. Мы постараемся уложить все самое главное и интересное в одно короткое видео. Итак, вы находитесь на канале Mini-Growth, усаживайтесь поудобнее. Мы начинаем наш исторический рассказ. Приятного просмотра. Первые люди пришли в Омск предположительно в 5500 году до нашей эры. Тогда еще был мезолит. В то время на территории левого берега Омска были густые леса, населенные большим количеством дичи. Также такие реки, как Иртыш, Замарайка, Омь имели много рыбы. Для жизни первые люди на территории Омска выбрали именно левый берег. Жили они на самом востоке левого берега, образовав Омскую стоянку. Они строили различные земляные домики, полуземлянки, а также курганы и захоронения. Поселение было примерно 25 человек. Чуть позже, в эпоху неолита, примерно 4000 лет назад, в Омск на место поселения пришли охотники и рыболовы, образовав тем самым первое постоянное поселение. Поселение насчитывало 12 домиков, 1 курган, 1 центральный костер. Население было примерно 40 человек. В эпоху неолита уже научились использовать глину, поэтому, используя глиняную посуду, людям было намного проще жить. Далее, в раннем и позднем бронзовом веке, жили еще несколько народов, но мы пропустим их и сразу перейдем к последнему народу, жившему на территории Омска до 1500 года. Где-то в 60-х годах нашей эры в Омск пришли кулайцы. Народ кулайцев был очень культурным. Они любили создавать культурные артефакты, такие как фигурки лиц, животных, птиц, людей. Также они были превосходными охотниками. Их поселение насчитывало уже почти 600 человек, у них даже были аналоги крепостных стен из камня. Было небольшое, но умелое количество воинов. Но, к сожалению, приблизительно в 270-х годах нашей эры хунны, народ, который был очень схож с гуннами, вытеснил кулайцев из Омска и полностью снес всю крепость. Сейчас от эпохи древней истории остался только комплекс археологических памятников Омской стоянки, расположенный недалеко от парка Птичья гавань. В промежутке первых 16 веков история Омска не была примечательна. На ней иногда жили степные народы, иногда русские казаки. Основные предпосылки к основанию Омска появились уже в 17 веке. Так как романовы начали уделять большое значение своим восточным территориям, начала развиваться торговля. В то время уже был развит Дальний Восток, в том числе и торговля на нем. Основные торговые пути как раз шли по территории современного Омска. Торговые караваны в то время в России представляли собой почти всегда незащищенные повозки, набитые товаром и деньгами. Также по территории Омска проходили, скажем так, налоговые пути, которые собирали исак у более восточных народов. На все эти караваны часто нападали маньчжуры и другие кочевые народы, поэтому появилась острая необходимость в строительстве острога. Первое упоминание о строительстве острога появилось 31 августа 1628 года, когда царь Михаил одобрил строительство острога, подписав тем самым указ. Но из-за других политических, экономических и стратегических причин строительство постоянно откладывали. Начало строительства фактически началось только при Петре I, так как в это время возник большой интерес к Сибири. Ключевым для Омска стал 18 век. Петр I создал экспедицию, во главе которой стоял Иван Бугольц. Основными целями экспедиции были поиск месторождения золота и угля, нормализация порядка на торговой дороге, строительство городов на реке Иртыш и изучение и открытие новых торговых путей в страны Востока. Бугольц собрал армию из 1500 человек и пошел на юг по Иртышу в 1715 году. Первая крепость была намного южнее современного Омска, она была у Ямышевского озера, что сейчас в Казахстане. Но джунгары взяли эту крепость в осаду, и Бугольцу пришлось отступить обратно на север, к устью Оми, предварительно разрушив все до основания. С остатками 750 человек Бугольц основал Омскую крепость в мае 1716 года. Через несколько лет крепость насчитывала уже 900 человек. Население состояло из солдат, казаков, переселенцев и ссыльных людей. Под конец века крепость была расформирована и перенесена на новое место, находящееся в 5 километрах от старого. Также в 1798 году Омский острог получил название город Омск с населением 2500 человек.
XIX век для Омска выдался, скажем так, культурным веком. В конце XVIII века Омск стал уездным городом. В начале XIX века в Омске случился большой пожар, который сжег большинство бумаг и карт первой крепости. В 1825 году началось масштабное развитие города. Город решили развивать кварталами, соединенными широкими главными улицами. Также в эти кварталы специально оставляли места под церкви и торговые ряды, ярмарки. В середине XIX века, с 1850 года, в Омске был писатель Федор Михайлович Достоевский. Достоевскому город не понравился, хотя, говоря честно, он был всего в одной части города, в части для каторжников. Он писал: «Омск – гадкий городишко. Деревьев почти нет. Летом зной ветер с песком, зимой буран. Природы я не видал. Городишко грязный, военный, развратный в высшей степени. Если б не нашел бы здесь людей, я бы погиб совершенно». Самым, наверное, масштабным веком можно назвать 20-й. Гражданская война, приход Советского Союза навсегда изменил историю города. В годы гражданской войны Омск стал столицей белого движения в России. В связи с этим город стал быстро расти. Начали строиться новые фабрики, происходило улучшение дорог и инфраструктуры. Все-таки сам Колчак жил в этом городе. Еще в декабре 1918 года в Омске произошло восстание большевиков, а уже в ноябре Омск заняла Красная Армия. Окончательная советская власть в Омске установилась в 1920 году. Сразу после этого город стал развиваться в лучшую сторону. С 1842 до 1921 года Омск был административным центром Сибири. Теперь же таковым стал Новосибирск. После начала Великой Отечественной войны в Омск были эвакуированы большое количество заводов и граждан. В 1974 году в Омске было высажено 5000 деревьев. Итого с 1921 до 1990 года Омск развивался, но наступили 90-е. Итак, 90-е и 21 век. В связи с распадом Советского Союза Омск испытывал не самые лучшие времена. Как и во всей стране, закрывались заводы, фабрики, заработную плату не платили, люди массово занимались торговлей. В 21 веке Омск стал заново возрождаться. Большое внимание стали уделять качеству дорог, строительству торговых центров и жилых районов. В заключение можно сказать, что город Омск, в том числе его территории, прошли большой путь от небольших селений древних людей до большого мегаполиса. Нельзя точно сказать, хороший ли сейчас город Омск или нет. Однозначно будут плюсы и минусы. Но то, что можно сказать точно, что Омск пример города с богатой историей, с богатой душой, с большим крепким духом. Всем спасибо за внимание. Мы надеемся, что вы узнали для себя что-то новое. От всей команды Mini Growth мы желаем вам удачи и счастья. Всем до свидания, всем пока-пока.